Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Предлагаем вашему вниманию посевной агрогороскоп на ноябрь 2023 года. Время киевское. Конечно, ноябрь месяц это не сильно много у нас посевов будет, но для теплых стран и для тех, кто выращивает витаминную зелень на подоконнике или в теплице, есть над чем поработать. Ну вот первого у нас выходной, потому что близнецы, в этот период мы ничего не сеем. И тем более, что это у нас третья фаза, в близнецах пропускаем выходной. А вот 2 и 3 в знаке Рак можно сеять семена сидератов еще даже в теплицах, а также в теплицах не только средней полосы, юга, но и можно сидераты сеять в открытом грунте в теплых странах. Выращиваем витаминную зелень, снова же каждый какую желает, здесь можно высаживать понемножку разную витаминную зелень. И проращиваем семена снова же для того, чтобы получать возможность сделать витаминные салаты. 4, мы уже говорили, отдельно был агрогороскоп для посадки чеснока и лука. Ноябрь месяц. Мы этот период, лев, 3 фаза, 4 проверили. Мы не один год проверяли, и поэтому после 10 часов 4 и до конца суток можно будет высаживать озимый чеснок и лук. Затем у нас выпадает день, потому что, видите, у нас будет переход Луны из 3 в 4 фазу. В этот период не высаживаем и не сеем ничего, но мы можем 6 до 9 часов утра, у нас есть еще время во льве тоже посадить чеснок и лук. Лев прекрасный получается лук и чеснок. Кстати, очень устойчивый против заболеваний. Ну, чуть-чуть меньше урожай, чем в Тельце или в Козероге, но очень хороший тоже чеснок получается. И семенной сеяли, и лук высаживали, мы имеем хорошие результаты. Следующий период у нас начинается уже 6 вечером в знаке Дева, но вечером уже слишком поздно что-то делать. Что мы можем делать? 7 и 8 в Деве проращивать семена для того, чтобы вот эти ростки использовать для салатиков. Очень популярные сейчас вот эти проростки. 9 будет переход Луны из знака Девы в Весы. И можно будет 9 после 11-12 часов дня, 10 все сутки, ну и до 11 часов 11. Это только для тех регионов, где уже устанавливается зимняя погода. Там, где еще тепло и будут возвраты тепла, лучше этого не делать. Ну что, прорастут ваши семена и потом погибнут. Проводим, чтобы в Весах 4 фаза, проводим подзимний посев корнеплодных овощей только на крайнем севере. Далее период у нас перед тем, как родится новая луна, у нас период Гекаты 11, 12, 13, 14 и 15 до 11:27 в знаке Стрелец. В Стрельце до конца дня можно сеять сидераты, проращивать семена зерновых культур. Очень хорошо в Стрельце зерновые культуры. И вот еще один момент для посадки чеснока. Вот мы планируем тоже на этот период посадку чеснока и лука. Это у нас будет период 16 с 10 часов 30 минут. 16 вот после 10 часов 30 минут до конца суток. 17 и 18 до 9 часов 30 минут утра. Это что касается лука и чеснока. Плюс обязательно мы сейчас с вами еще скажем о том, что 16 многие спрашивают, когда посеять семена эустомы. Кто-то хочет еще посеять семена томатов, перца, баклажанов. Во многих теплых странах сейчас как раз начинаются вот эти посевы на рассаду. Все вершки практически, пожалуйста, в Козероге хороший знак, крепкие растения, вы уже это знаете, корневая система супер. Поэтому можно сеять. Кроме посадки озимых чеснока и лука, напоминаю, это после новолуния, мы уже это проверили. И это очень хороший период и для вершков, и для корешков. И самое главное здесь знак. Знак Козерог. Мы озимый чеснок и лук, все вершки сеем на рассаду или открытый грунт в теплых странах. И семена эустомы на рассаду. Это 16, 17 и 18 до 9:30.
Затем вот знак Водолей, мы в нем ничего в ноябре не высеваем. Пропадает у нас 20-е Водолея и в знаке Рыбы, потому что переход Луны из первой во вторую фазу. И вот только 21-22 можно будет проращивать семена и сеять небольшое количество семян витаминной зелени. Это для подоконников подходит. И можно лучок, чесночок посадить. Снова же немного, для того, чтобы всегда иметь свежую зелень. 23-24. Это для тех, кто спрашивал, когда под зимний посев провести пряно-ароматических культур. Только для северных регионов, крайний север. Здесь можно провести в Овне пряно-ароматические семена, посеять пряно-ароматических культур. Прекрасный период. Ну и проращивать семена можно. Снова же эустома, потому что были вопросы. Вторая половина месяца эустома. Прекрасный период. Еще у нас, правда, он, видите, поздно вечером. Телец начинается 22-29, поэтому где-то после 23 часов можно будет сеять семена эустомы. И можно продолжить будет 25-го, но до 11 часов утра. Далее сожженный путь полнолуния начинается. И будет продолжаться 26-го. Снова же смотрите внимательно, я показываю, чтобы потом не было вопросов. Придумаете, что нужно сеять в Тельце. Нет, здесь у нас сожженный путь полнолуния, и затем близнецы, само полнолуние. И выход из полнолуния, сожженного пути полнолуния, будет 29-го в знаке Рак. Поэтому мы этот период пропускаем для любых посевов. И завершается месяц у нас 29-го в Раке. После 12 часов, после 11 часов 16 минут, вот этот период завершается. Можно проращивать семена. Можно сеять сидираты, это для теплых стран. И можно витаминную зелень то ли в теплице, то ли в горшочке, для того, чтобы получить витаминчики на подоконнике. Пришло время сделать скрин агрогороскопа посевного на ноябрь 2023 года. Пока вы делаете скрин, сообщаю, что видео подготовили, как всегда, Раиса Горяченко и Александр Волик. Успешных вам посевов, благодатной погоды, здоровья вам крепкого, тепла и уюта в ваших домах. До новых встреч на нашем канале в новых видео. Вітаємо вас на каналі Раїса Греченко, дача, сад, город, квіти, миру вам та добра. Ми сьогодні пропонуємо вам посівний агрогороскоп на листопад 2023 року. Час київський. Початок місяця перший – це у нас вихідний. 2 та 3 можна в знаці Рак сіяти насіння сидератів, вітамінної зелені та пророщувати насіння для салатів. І ось дуже гарний час для посадки озимих часнику та цибулі. Він, бачите, на початку місяця, 4 листопада, після 10 години ранку і до кінця доби. На жаль, 5-го випадає перехід місяця з 3 у 4 фазу, і можна 6-го буде вранці до 9 години також посадити цибулю та часник. Потім у нас перерва, місяць без курсу і знак Діва. 7-8 в Діві можна тільки пророщувати насіння для салатів. Далі йдемо, а далі у нас буде знак Терези 9 та 10. Причому 9 після 11 години. Це тільки для північних країн, там, де вже морози, де сніг. Тому будьте уважні, не спішіть там, де тепло, ще будуть повертатися тепло, буде ще бабине літо, тому не спішіть сіяти в цей період підзимній посів насіння коренеплодових овочів. В Терезах можна робити 9-10 та 11 до 11 години ранку. Далі вже наступає час Гекати. Буде 11-12 Геката, 13-го народження нового місяця, 14 та 15 завершиться час Гекати об 11 годині 27 хвилин ранку. І тому до кінця доби, що в Стрільці, можна посіяти насіння сидератів, пророщувати насіння зернових культур. Це стрілець, він зернові культури дуже гарно любить і гарний результат. І ось знову у нас посадка чеснику та цибулі. Це у нас козиріг 16-го. Після 10 години 30 хвилин можна садити озимий чесник та цибулю. І вершки, і квіти еустоми. Обов'язково, тут у нас питали про еустому, ми теж вам повідомляємо, що вершки відносяться до квітів. І теплі країни, наші
колеги із теплих країн в цей час починають висівати насіння овочевих культур, вершків. Будь ласка, використовуйте цей час, Козий рік дуже гарний час. І 17-го буде продовження. 18 до 9 години 30 хвилин ранку завершаємо ці посіви. Тут теж, до речі, і еустому 17-18 вранці. Удалії пропускаємо і 20-го перехід місяця з першої в другу фазу теж пропускаємо. 21-22 можна в рибах пророщувати насіння та вирощувати вітамінну зелень для салатів. 23-24 в знаці Овен пророщування насіння, підзимний посів пряно-ароматичних культур тільки для крайніх північних регіонів, північних країн. О 22 годині 30 хвилин, вважайте, розпочнеться 24 листопада гарний час для посіву насіння еустому. Це ми відповідаємо для тих, хто питав у нас про еустому. Тобто можете пізно ввечері, після 11 години сіяти насіння еустому, кілець дуже гарний час, вже багато хто знає, що добрий результат. 24-го, на жаль, 25-го треба теж посіви до 11 години ранку зробити. Далі починається спалений шлях місяця з 11 години 16 хвилин. На жаль, телець у нас випадає, але що зробимо, спалений шлях місяця, він сам за себе говорить. І йде в нас час повні 27-го, 28-го знову ж таки спалений шлях місяця, 29-го завершується цей складний період об 11 годині 16 хвилин. І вже вранці ми зможемо пророщувати насіння після 12 години, бажано вже робити це, 29 та 30. І можна сіяти насіння сидератів у теплих країнах та вирощувати вітамінну зелень уже в будь-яких країнах, в теплицях чи на підвіконнях, у горшках і інших ємностях, там, де ви вирощуєте взимку вітаміни для сім'ї, для того, щоб ваше меню було вітамінним і смачним. Прийшов час зробити скрін нашого посівного агрогороскопу на листопад 2023 року. Відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо вам успіхів в посівах, гарних вам сходів, а також обов'язково тепла та затишку у ваших будинках. І до нових зустрічей на нашому каналі в нових же відео. На все добре. Бувайте здорові!